Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, бойцы Красной Армии не брали на фронт своих жен. Однако есть в истории Великой Отечественной войны примеры, когда законные супруги воевали бок о бок. Одна из таких пар – танкисты Иван и Александр Бойко из Магадана. Супруги Бойко познакомились на Колыме, куда оба приехали за длинным рублем. Иван был уроженцем Украины. С 1938 года он работал водителем Магаданской автобазы номер 6. В 1940 году шофер-комсомолец встретился с 22-летней Александрой. Девушка имела пятилетний стаж работы на спиртзаводе в Башкирии, а в Магадане трудоустроилась контролером-комплектовщиком Треста Колымснаб. Зарплата позволяла супружеской паре откладывать приличные суммы, так что к концу 1942 года они накопили 50 тысяч рублей. Как дальностроевец-специалист, Иван не подлежал призыву на военную службу. Однако он побывал на фронте в составе делегации рабочих Крайнего Севера и был глубоко поражен увиденным. Иван понял, насколько тяжело приходится фронтовикам, поэтому решил во что бы то ни стало помочь бойцам Красной Армии. Вместе с женой шофер перечислил свои сбережения в фонд обороны. «Мы желаем приобрести танк, и на этой же грозной машине собственными руками истреблять проклятых немецко-фашистских оккупантов», писали Иван и Александра Бойко и Иосифу Сталину в январе 1943 года. Телеграмма от Сталина была довольно лаконичной. «Благодарю вас, Александра Леонтьевна и Иван Федорович, за заботу о Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой ответ». По разрешению Сталина супруги Бойко смогли поступить в Челябинское танковое училище. В ноябре 1943 года по ускоренной программе смогли закончить данное училище, и в звании младших техников-лейтенантов были зачислены в резерв. При этом Александра Бойко стала командиром грозной машины, а ее муж – механик-водителем танка. Супруги были направлены в 48-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк, который входил в состав 5-го танкового корпуса. Отличительной особенностью полученной ими машины была расположена на борту танка надпись «Колыма». Также, по некоторым сведениям, внутри танка С-2 была даже прикреплена табличка с информацией об именной машине. С мая 1944 по май 1945 года они принимали участие в боевых действиях полка на территории Прибалтики и Польши, а победу встретили уже в Чехословакии. Свое боевое крещение семейная пара танкистов приняла во время проведения Рыжецко-Двинской операции. 25 июля 1944 года экипаж танка С-2 «Колыма» сумел отличиться в боях возле деревни Малиновка. В этом бою Бойко удалось уничтожить один танк «Тигр» и два орудия противника. При этом сама Александра Бойко в бою была легко ранена. За этот бой девушка была представлена к ордену Отечественной войны первой степени, а ее муж Иван Бойко к ордену Красного Знамени. В приказе о награждении Александра Бойко подчеркивалось, что она умело руководила экипажем танка, давала целеуказания, отыскивала цели. В этом бою товарищ Бойко была ранена, проявила смелость, мужество и отвагу. Несмотря на полученное ранение, она оставалась в строю, а уже день спустя во время контрнаступления немцев смогла показать себя талантом танковых засад. Из-2 Бойко метким огнем сумел повредить вражескую самоходку. Согласно воспоминаниям маршала Советского Союза Еременко, танкистами была перерезана железная шоссейная дорога, ведущая к Риге, что создало благоприятные условия для штурма города. В ночь на 27 июля 1944 года советские войска внезапным броском смогли выйти на ближние подступы к окраинам Риги. Утром немецкие войска попытались провести контратаку, но были встречены плотным огнем из засад. В одной из таких засад находился и тяжелый танк супругов Бойко, который своим огнем смог вывести из строя самоходное орудие немцев. 6 августа 1944 года в сводке Софинформбюро говорилось о том, что экипаж танка, в котором командиром был младший техник-лейтенант Александр Бойко, а водителем младший техник-лейтенант Иван Бойко, за 2 недели непрерывных боев смог уничтожить 5 танков противника и 2 его орудия. В сентябре того же года Александра Бойко была временно отправлена в Москву, где смогла выступить на 4-м антифашистском митинге. Тогда же ее портрет был опубликован на обложке популярного советского журнала «Огонек». После завершения Великой Отечественной войны прославленные, но теперь уже бывшие танкисты снова вернулись в ставший родным Магадан. При этом Иван Федорович проработал в этом городе 7 лет заместителем начальника 4-й авиабазы. Александра Леонтьевна работала директором хлебзавода. Дважды они оба избирались депутатами Магаданского городского совета депутатов трудящихся в 1947 и в 1953 годах.
Иван Федорович Бойко умер в 1995 году. Александра Леонтьевна Бойко умерла в 1996 году. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.